Всем привет, с вами Пиксел, мы продолжаем играть в игру под названием Зуба, и сегодня будем играть за Панду Оли, да. Этот прекрасный, самый мой нелюбимый персонаж, и сегодня мы за него будем играть как раз. Да, за Рокер, скинов на него больше нету, к сожалению, да и этот, такой, знаете, вот плоский. Мне кажется, его когда-нибудь перемоделят полностью, Панду Олика, и сделают, ну, все скины переделают для него, все один скин, да, как-то так. Ладно, погнали в командные бои. Потому что соло-бои я на нем точно не вытащу, это забейте. На такого персонажа тащить соло-бои. Поэтому сегодня будем веселиться, надеюсь, будет на позитиве это все. 2 бака. Никс, Орел. Ну, это по-любому топ-1 будет. Тут уже очевидно. На изи прям. Так, ну, гранатка, ну шли. Слушайте, фулл лут уже есть, да, правда, самый плохой, но он и есть уже. И это прекрасно. Опять же, будем играть от гранат на панде. Почему? Ну... Вообще будем играть по ситуации, тут не то чтобы от гранат прям конкретно. Да. Так, ну у нас еще тут копье есть. Ултайм. Просто нужно играть на панде, вот двигаться на 2 артефактах. Это типа, ну ладно, на 2 оружиях, да, перемещаться. Это либо граната и копье, либо лук и копье. И чем-то одним наносить урон. К сожалению. Выбора по-другому нет. Особенно, когда твоя команда вот эта вот, которая разбежалась уже. Так, ну Никс тут лутается. Противников пока нигде не видно. Опять же, все откидывают, как вы видите, одинаково. Есть, конечно, момент такой. Возможно, стоит включить откидывание на каком-то из предметов у панды. Для чего? Возможно, это даст ему больше перемещения. Вот я об этом подумал только что. Но не знаю, это как бы тестировать сейчас не очень хочется, потому что, ну, хочется все-таки победки залутать. Возможно, если получим сейчас 2 топ-1 подряд, это стоит будет сделать. Чтобы было все норм. Намекаю ребятам, что надо играть командно. У нас, в принципе, все хорошо. Мы стоим в зоне. Противников рядом с нами нету. Да, конечно. Все, во, красавчики просто. Нате вам смайлик. Надеюсь, это их сблизит немножечко, сдружит и сделает их немножко более командными игроками, потому что мне дальше кустов выходить нельзя. Почему? Ну, это панда. Да. Возможно, кстати, стоит взять ботинок на панду, я так думал, потому что иногда замечаю, как панда играет через ботинок в кусты, ну, блин, это такая имба, неуловимая просто получается, он просто так по кругу носится. Но опять же, это из-за того, что в командах противника нету сильных игроков. Да, опять же. Скорее всего, по этой только причине. Че, вы там убили кого-то, не? Не убили? Так, ну ладно, погнали играть в команду дальше. У нас опять Ник кто-то забежал. Интересный тип на Никсе. Что ты там делал, друг? Что ты там нашел? Признавайся. Ой... Кстати, странно как-то, до сих пор никого не встретили, ни одного противника. Только боты. Очень странно. Ну да ладно, как говорится, выбора все нет, пойдем в кусты, возможно, здесь начнем драку. Скорее всего, у нас здесь и будет, хотя вот видите, зона тут остановилась вообще, поэтому, скорее всего, сейчас будем сверху драться. Блин, не попал. Обидно. Очень хотел попасть, но что есть. Не хватает подвижности. Пока что. Что, Никс один остался? Стоп, еще где-то сквад должен сидеть один. Еще где-то должен один сквад сидеть. Так, ну Никса добиваем. Похилимся сразу, золотаем аптечку. Ну лутайте, что вы стоите? Так, стреляем Никса, там гранатку закинули. Будем сейчас в основном через гранатки играть. Слишком много урона они наносят. Ну, мы, в принципе, уже победили. Тут уже, в принципе, не особо важно. Главное не подпустить сейчас, чтобы резнули. Возможно, там какой-нибудь из Никсов адекватный достаточно. И обладает чем-нибудь, типа, ну, не знаю... дефибриллятора какого-нибудь. Так, хватит стенки лутать. Я стенку только что поставил, чтобы залутать армор, и они сразу залутали стенку. Ну, как-то все изи пока что начинается. Странно это очень, на самом деле. Потому что за весь бой, ну, по сути, гранату одну кинул. И все, как бы, больше ничего не сделал. Ну, вот, что нужно панде для победы? Кинуть одну гранату, да. Опять же, сейчас, если повезет и второй раз подряд победим, то можно будет потестить сбрасывание на панде. Но тут, видите, мы 2 сквада вместе появились. И рядом кустов нету. Это может означать только одно. Ну, кстати, вот Генри. Ну да, Генри. Автоатака, кстати, с лука убиваем. Отлично пока что.
намекну ребятам, что нужно быть сюда. Вот, Брюсик, давай, залутаем гранатку, красавчик. Все. Теперь лутаем аптечку. И нужно спасать эти нашего друга. А, 16-й Пауло, понимаю. А чё только 16-й? Генри еще умер. Ай, как же мне эта команда нравится. Ну почему мне сейчас попадается эта команда, а? Неадекватов. Почему? Почему они мне попались? Никто не знает. И я в том числе. Слишком... Ну я не могу, они мне просто не дают возможности ничего сделать. Понимаете, в чем прикол? Вот такой вот геймплей, ребятки. Вот такие дела. А вот такие дела. Там 16-й Пауло, здесь команда адекватных игроков. Парам-парам-пам. Ну и моя команда сверхразумов, которые... Там один умер, там один умер. Ну, а лутаться зачем, да? Там подумаешь, фулл серебро и 2 аптечки лежал. Да нафиг они кому-то нужны. Правильно, лучше пойти и умереть от 16-го Паула. Или умереть от сквада соло. Гениально же. Правильно? Правильно. Эх, немножко бомбанул, продолжаем. Как говорится, как в зубы можно без бомбежки играть? Ну это же невозможно. Когда вот такие вот гении с тобой играют, это же прекрасно. Так, у нас есть бобер и есть панда. Ну, сыграем, значит, так. В принципе, этого должно хватить. Да, целый бобер и целая панда у нас есть. Ля, ты чё такой дерзкий, а? Особенно какой я меткий, да? Ну, скорее всего, бобру отдадим. Ему нужнее. Бери. Ну да. Отдал бобру, называется. Боберчик, прости. Я сделал, что мог. О, кстати, попал в акулу, неплохо. Успех, я считаю. На тебе плюху акул, в которую не попадаю, конечно же. Блин, противники все очень, ну, бегают странно. Никого не получается словить. Ну и моя команда тоже разделилась. Погнали, а то там сейчас эти поумирают. Вдвоем. Так. Так, закинем гранатку в бачка. Бачка убиваем, отлично. Ну, кстати, бобер очень много в деф играет, на самом деле. Страшно, ему не хочет помирать. Ну, я его понимаю. Это как бы, это понятное дело. Дело не хитрое, не хочет умирать, да? Не достаю, я просто не успеваю достать даже так. Так, закинем гранатку туда, чтобы они не могли резнуть. Фламин. Ну все, там уже... Ну, бобер слишком мощный. Слишком мощный. Я просто так, знаете, вот чисто поддержка бобра. Назовем меня так. По-другому я себя назвать не могу, к сожалению. Так, бака откинули. Нормально. Бобер там залутал аптечку? Залутал? Да, залутал. Так, закинем гранатку. Лиську. Да, хватит стенки ставить, бобер. Я понимаю, что, вот, знаете, он стенки ставит в те моменты, которые уже не нужно это было делать. То есть там оставалась одна Лиза, которую нужно было просто добить. А он взял и поставил стенку. Это как бы да. Вообще... Вот сейчас то же самое. Как бы 2 аптечки лежит, он стенку ставит. Зачем? Зачем это нужно было делать? Непонятно. Но вот такие вот бобры встречаются. Так, лучок залутали. Красивенько. А что, у меня только одного не было? Я думал всех. Ну ладно. Интересно, как у других есть лука, а у меня нет. Вопрос. Хамелёж здесь там получает от меня плюху. Но мы должны, по идее, затащить на изи. Я даже особо париться не буду. Бак у нас, конечно, вообще странный, очень соло бегает просто. А зачем ему, да? Командная игра не для него. Он там Яру убивает. Ну, в общем, скилловой бак нам попался. Соло ходит, все склады убивают. Ну, по идее, бак так и должен делать. Но не всегда это получается, потому что сложно это такое допускать. Но Никс умер. От кого они там умирают? Мне просто интересно. Лизи как это бежит. А, от хамелеона? Вот же хитрый хамележ. От нас убежал с бобром, а мы его там искали, короче. Били его. Вот заметьте, я только что в конце только 2 килла сделал. То есть в основном бобер всех убил. Ну, это бобер, да. Если бы я здесь тоже играл за бобра, я бы тоже всех убивал. Ну, а панда... А панда везучий, что, 2 победы подряд. На халяву, получается, получил. Вот такие вот дела. Значит, идем тестить, как я обещал. Будем тестить копье на отброс. Сделаем ему сейчас максимальный отброс. Ради интереса посмотреть. Потому что мне сейчас кажется, у всех персонажей... Точнее, у всего оружия у бобра... Да блин, куда я тыкаю не туда?
Блин, там лук 30%. Ля какой за 18 тысяч. 1000 урона, 1000 урона. 25%. А чё так? В смысле? А, ну да, это ж. От 4000 25. Ну не суть, в общем, блин, как же маня, да? Прям вообще. Надо будет, наверное, прокачать когда-нибудь. Ну не суть. Итак. Вот, кстати, мои атрибуты на панде. Блин, какие они странные. Ну, дальность, да, тут бесполезная. Ну, да, бесполезная. У лука дальность стоит нормально, хотя... Ну, 2% тут, 2% там. Пусть лучше перезарядка будет. В принципе, мне дальности лука хватает. А вот здесь мы сделаем вместо перезарядки, вместо дальности отбрасывания 21%. Давайте даже сделаем вот так вот. Чисто ради интереса. Посмотреть. Хотя давайте вообще вот так вот сделаем. 26, 21. Вот так вот замутим. Мне чисто интересно. 30% отбрасывания. Вообще можно сделать, наверное, под 40, да? Или под 50 даже. Ну, не будем этого делать. Сделаем что-нибудь более-менее адекватное, что будет в реальности, да, работать. И попробуем это сейчас затестить. Интересно просто, будет ли панда у нас улетать на 30% дальше, чем обычно? Или это все-таки только работает на противников? Вопросик. Итак, смотрим. А, сначала нужно залутаться, логично. Так, у нас есть лук. Вот я нажимаю лук. Примерно заметили, да, как отбросился? Нет, на себя не работает. Окей. Ну, потестили, как говорится. Давайте все-таки затестим сейчас это против противников. Интересно посмотреть, насколько не буду далеко отлетать все-таки. Я планирую, что должно быть как канистра гелия, прям настолько жестко. Так, покушаем, наверное, немножко кустов, чтобы в махач заходить не с пустыми руками, так сказать. Опять же, копье стало не очень полезное. Оно больше такое, знаете, дефовое стало. Ё-моё, чё? Там 2 жирафа. Да вы серьезно, что ли? А то и 3 даже, да? Жесть, против 3 жирафов мочиться. Это, конечно, интересно. Это, конечно, очень интересно. Попробуем сейчас их зажать. Я попробую им не дать взять... Там 3 жирафа, жесть. Просто 3 жирафа. Закидываем туда гранатку. Они еще 14 уровня здесь. Ну, один пока, не 14. Нужно сейчас маневрировать, не дать жирафу резнуть и самого его убить. Ну, кстати, пока что по откидыванию я не заметил разницы особой сильной. Так, ну, пока что вообще все плохо у нас получается. Мы сейчас умрем, скорее всего, здесь. И, скорее всего, я тоже умру. Я пока что еще живу. Но здесь очень много никс делать, на самом деле. Если бы не он, я бы сейчас все тут растащил. Домой, жирафчик. Блин, сколько урона в него вношу, кстати, копьем почему-то не попал. Бесит мне этот никс очень, на самом деле. Попробую сейчас дойти и убить жирафа последнего. Фух, его добили наконец-то. И никса я добиваю, отлично. Ух. Ну никс, блин, это... Вот если бы не этот никс, было бы все настолько изи, что вообще. Но этот никс, который был, блин, в команде противников... Да что не могу поставить? Блин, как же начал лагать, офигеть. В общем, он был в команде противников, и он так мне мешал, так мешал. А вы представляете, если бы этот никс не забрал бы... Ну, не добил бы бота, и не забрал бы легендарный дроп, а забрал бы его один из 14 жирафов, к примеру, легендарный гранат. Что бы сейчас было? Ну, представь себе, 14 жираф с легендарной гранатой. Что бы это сейчас было? Правильно, это был бы конец. Конец моей команды. Вот чтобы это было. Ну и кусты, конечно, они меня очень жестко спасли. Пингвинчика надо бы жестко продамажить, на самом деле. Он очень неприятный противник. Но то, что мы сейчас убили Бака, это дает очень жесткое преимущество нам. В плане того, что мы можем контролировать сейчас победу. Баку я не... Ну, Бака не дал резнуть пингвину. Ну все, пингвин ошибку допустил. То, что пошел сюда и... Вот такие дела, ребят. Как-то на изи все. Какая-то мне просто команда настоящих монстров попалась, которые умеют нажимать кнопки. Это, конечно, неожиданно. Даже очень. Вроде бы киллов так много не сделали. По сути, убили 2 сквада. Ну, разделили скиллы на всех. В общем, все молодцы, все красавцы. Очень серьезно повезло то, что были в кустах. Если бы не кусты, я бы, наверное, откинулся. Потому что эти жирафы, эти никсы, это было жестко. Но такие вот дела. Вроде бы один из самых худших персонажей, такой как панда, а вот такие вот бои тащит. На тоненького, конечно. Ну, такие дела. Это все. Если видео вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь, оставьте свои комментарии. Что думаете по поводу этого монстра? Я же говорю, просто зубы это такой рандом. Сегодня у тебя 3 топ-1, вчера у тебя 5
5 поражений подряд, да? Ну и вот это вот все. Очень странно, на самом деле, но что поделать. Играем дальше. Не болеть, не скучать. Всем пока-пока.